жима лежа. Постараемся максимально запампить за эту тренировку грудные мышцы. Поработаем со штангой. Первое — это широким хватом. Второе будет узкий хват. Потом перейдем на гантели. И будем немного делать каких-то упражнений на хаммере и разводочки, сводочки. В первую очередь всегда разминаемся, потому что мышцы холодные. И обязательно разогреть связки. На разминочных подходах не нужно забиваться. Нам не нужно в тот момент, чтобы мы забили свои мышцы. Нам нужно просто немного их разогреть, подготовить связки, именно подготовить мышцы к следующим определенным этапам нагрузки. К примеру, сейчас следующий подход, я знаю свой пик, да, соответственно, распределяем на 2-3 этапа. К примеру, 1/3 веса, 2/3 веса. Вот, сейчас, соответственно, подход у нас состоит примерно 10 повторений, 1/3 рабочего веса. Делаем с натяжкой вниз, взрывом вверх. Натяжка вниз, взрывом вверх. Вниз, взрывом вверх. С натяжкой вниз, взрывом вверх. Натяжкой вниз, взрывом вверх. Соответственно, не даем долго отдыхать между подходами. Примерно я понимаю, что я сделал примерно на 10-12 повторений с весом 1/3 от максимума. Сейчас вешаю свои 2/3. Даже я бы, наверное, сказал 3/4, если говорить о 10-12 повторениях. Восстанавливаю дыхание перед повтором. Всегда внимательнее смотрите расположение рук. Всегда смотрите, чтобы угол у нас был не 90 градусов, 45. Обязательно в этом моменте мы должны понимать, что рядом с солнечным сплетением у нас должна штанга всегда приходить. И руки не должны, желательно смотреть вверх. Всегда в нижнем положении. Не расходиться в стороны, опять же, и не быть слишком узкими. Узкий хват допустим, опять же, при подходе на трицепс. Это мы позже с вами сейчас разберем. Но здесь я как бы хотел сделать акцент на классический жим. Внимательно снимаем штангу, смотрим ориентировочно, ноги у нас включены, медленно к низу груди, руки у меня смотрят вверх. И здесь взрывная сила вверх. Вниз, вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз, вверх. Все же, наверное, погорячился, что это 2/3. Возможно, сегодня это будет мои аж 4/5. Устанавливаем дыхание. После восстановления дыхания, соответственно, не забываем про воду. Думаю, я сюда буду добавлять, ну, рабочие, наверное, еще по 5 килограмм. И буду делать на 10 повторений.
Зажимами я не пользуюсь из-за того, что я знаю, что я без страхующего не даю остывать себе, ну и понимаю, что уже дыхание восстановилось. В принципе, я готов. Правильное положение лопаток, руки готовы. Все, размеренно, не торопимся. Раз. Два. Три. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Отлично. 10 выполнил. И на данный момент я понимаю, что с убавлением, наверное, либо сделать же этот же вес на 8 повторений, либо же начать убрать по 5 килограмм и сделать вес на 10 повторений. И в будущем перейти на трицепс. Пробуем на 8. Сделаем 10, будет супер. Раз. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Сделал читинг, оторвал задницу на 8 повторении. Переходим к трицепсу. Узким хватом забиваем трицепс и идем прорабатывать, кидать остаточные волокна на гантели. Опять же, не теряем темп, даем себе отдышаться 2 минуты. Продолжаем работать на трицепсе. Также работаю на 10-12 повторений. Соответственно, делаю понижение в будущем в повторах. На 8 тот же вес, уже на 8 повторений, либо же убрать и также сделать на 10-12. Ступени небольшие у меня идут, если снижение веса, то у меня получается снижение веса примерно на 10 килограмм. Либо же, ну, может быть и на 20, но тогда я должен раз 15 сделать. Но я не люблю делать на 15 повторений. Так, узкий. Я берусь по безымянному, по этим отметкам. Ну, грифы разные, поэтому на определенном грифе мне нужно, просто важно, чтобы у меня локти не уходили в стороны. Мне важно, чтобы у меня локти шли ровно вниз, шли вдоль тела, и я мог спокойно выжить. Опять же, медленно опустить именно вот на эту точку, где чуть выше солнечного сплетения, где идет нижнее сечение мышц грудных. Именно под это сечение я должен опустить штангу. Берусь безымянными пальцами, поэтому вот отметка. Также выполняем мост и, в принципе, начинаем выполнять упражнения. Подсечение мышц. Принимаю. Чисто давлю руками трицепс.
подсечение мышц. Всегда замечайте, что я задерживаю в нижней точке. Штангу задерживаю в нижней точке. 5 давай. 6, наверное. 7. Переоценил свои возможности. Не помню, я сбился со счета. Считаем, что 8. Предлагаю убрать 10 килограмм. Иногда, если сбивается тренировочный процесс, а точнее план недельный, очень сложно оценить, на что ты способен на следующую тренировку. Вот сейчас я был полностью уверен, что я сделаю на 10 повторений определенный вес, и получилось только на 8. Соответственно, немного идет дезориентировка из плана. Мы должны прогрессировать в весах, соответственно. Получается так, что когда сбивается тренировочный план, вот, сбивается все вообще подчастую. Я чувствую, что я готов. На 8. Закончим. Так, продолжаем. Сейчас у меня обязательно наклон, лавочка получается. В наклоне также мы работаем на 10 повторений. Сейчас после штанги именно я понимаю, что это будет не более 40. Именно чтобы на 10 повторений. Я ставлю на колени. Если в наклоне, я сразу присаживаюсь и выставляю под трицепс. В синергии, когда ложусь на лавочку, вытягиваю их вверх. Кисть правая подводит, болит. И также под 45. Раз. 2. Стабилизаторы гудят после штанги. 6. Правая кисть подводит. Из-за нее угол теряю. 8. Получается то, что вот из-за того, что делал выход сил на турнике, когда стоял на турнике, получилось то, что кисть надавилась именно на связочку, вот в таком положении. И сейчас, соответственно, на гантели у меня
определенные стабилизаторы выходят из строя. Левая хорошо идет, правая у меня не особо. Если дать себе дополнительно минутку отдохнуть, я понимаю, что в принципе 40 на 8 повторений у меня снова получится сделать. Ну вот этот сбой от тренировочного плана дает знать. Следующая тренировка в груди, соответственно, я думаю, я восстановлюсь, буду более подготовлен, покажу другие немного результаты. Но на данный момент я чувствую, что мне нужно ограничиться таким весом. Так, 40, 35, 40, 37,5 есть гантель. Попробовать понизить на 2,5 и сделать также на 10 раз. Либо же сделать на 8,40. Я считаю, что на 8,40. Поехали. Опа. Фу. Поехали. Поехали. Раз. Два. 3. 4. 5. Чувствую, как затекает трицепс. 6. Не доработал. Надо было брать 30,5. Не вошел я в рабочее количество. Опять же, я чувствую, я понимаю, что грудь, она сделала свой 100% максимум. И то, что в принципе это не было впустую, то, что сделала 7 даже вот этих определенных повторений. Но оно было рабочим. Нет, еще сделаем одно повторение. Но уже, наверное, с 35 килограммами. Не могу сказать, насколько 100%, но сделаю. На 10 получается повторений. О! Кто-то скажет, что я на то, что я штангу, когда я гантели выжимаю с нижнего положения, трачу много энергии. Соглашусь. Иначе не получается. Все. Все, ребят. На этом кончился мой запас. Берем следующий. Еще по одному длину. Я чувствую уже пампинг, не то чтобы даже в грудных. У меня он присутствует везде. Не потерять интенсивность, продолжать тренироваться, продолжать держать пульс, соответственно, не давать своим мышцам начать восстанавливаться. Как только мы начинаем переходить в холодную фазу, соответственно, теряем всю суть тренировки.
Не дай своему плечу уходить. Напрягайте, концентрируйтесь. Внимание на груди. Сводит, будь здоров. Особенно ту мышцу мы получаем, та мышца, которая давит. Здесь мы плечом ее зафиксировали. Она, грубо говоря, в стенку упирается, в плечо грудная. Этой же мышцы мы ее сдавливаем. И она, считаю, очень хорошо. Как будто мы ее прессуем. Я чувствую, пора делать. Долго отдыхать нельзя. В данном случае пора делать. Yes. Yes, 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 yes. Фу. Отлично, все. Все, осталось сделать разведение, сделать тяга блока вниз на трицепс и французский. На 15 рабочих повторений, желательно на 15. Задерживаем всегда верхнюю часть фазы и стараемся медленно, подконтрольно опускать. Задерживаем, разводим. Задерживаем, разводим. Задерживаем, разводим. Задерживаем, разводим. Фу, хорошо. Наливается. Добавляем больше. Наливаем, наливаем, не останавливаемся. Вот когда особенно в верхней позе хорошо наливается. Именно вот на этом моменте, когда я свел и медленно развожу, сложу. Это не то упражнение, где нужно заниматься читингом, подключать вспомогательные мышцы и доводить. Лучше полностью работать именно на грудные. Не включать руки, не стараться доводить плечом, спиной. Если грудь уже не выдавливается, нет смысла вспомогательные в руках упражнения. И дропом, я думаю, стоит сделать еще один подход.
Чисто как бицепсы, стабилизаторы. Все, устали. Грудь убитая. Продолжаем делать трицепс. Тяга блока на трицепс. Разгибание. Работаем на 15 повторений, заливая трицепс. Убираем большой палец с рукоятки и давим именно этой подушкой. Важно. Получается как ракушка. Отлично. Долго не отдыхаем. Не даем восстанавливаться. Нет. Глюкогенный изжог. Предлагаю прибавить, точнее убавить на 20 килограмм. Ну, с 50. Нет, 50 мало будет, давайте на 55. Все. Сожжено все. Сейчас предлагаю, все-таки когда работаешь на грифе, точнее на прямой, чувствуешь, что какая-то рука больше работает, чем левая. Сейчас, конечно, финальное следующее упражнение, оно именно на французское, на проработку каждой мышцы каждой руки по отдельности. Соответственно, если 15 раз сделал здесь, понимаешь, что какая-то мышца проработала во все 100%, а другая была немного на планку ниже. Я вот прям чувствую сейчас на данный момент, что левая немного халтурила по сравнению с правой на разгибании. Соответственно, со стороны было виднее, наверное, что я начинал помогать корпусом себя додавливать. Так, и финальная Франция. Чувствую, что трицепс уже аж сводит. С левой проработка.
Я думаю, мне будет вполне достаточно 12,5. Финальная проработочка. Фу. 7. Мало. Все. Берем, соответственно, по 8. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Все, уже нету ничего. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Все. Я не думаю, что у меня что-то там осталось в бицепсе. В принципе, я считаю, что отличный пампинг после тренировки. Особенно желательно долго не засиживаться. Идти восстанавливаться. Углеводы, определенная норма должна быть быстро впитывающих, так сказать, пополняющих. Не даем мышцам сжигаться, гореть. Кушаем и готовимся к следующей тренировке. Следующей тренировкой я планирую заснять уже тренировку рук, возможно, проработка бицепса, как следует пампить. Бицепс у меня отдельным днем идет. Я считаю, что кто-то его совмещает как синергист со спиной, что это одна энергия, да, в принципе. Кто-то его вообще не прокачивает из-за этого, то что считает, что достаточно тренировки спины, чтобы прокачать бицепс. Ну, у меня немного другая картина, что я все-таки планирую недельный план тренировок так, что у меня отдельно в нем бицепс всегда. Это большие веса. Это большие веса, это обязательно штанга Z-грипп стоя и обязательно прямая со снятия с мертвой точки. Ладно, ну об этом мы уже тогда поговорим в следующем ролике. Спасибо за внимание, за первое видео. До скорых встреч.